Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре тяжелый танк, проходная прокачиваемая ветка США, вот, Т1 Heavy. Огромный, высокий, длинный, большой танк, вот, и сегодня будем разбираться, хорош ли он, что на нем можно делать или нельзя что-то делать. Предлагаю сразу же пойти посмотреть бронирование вот у этого высокого, так сказать, гиганта. Погнали. Итак, вот наш Т1 Heavy танк. Переход из НЛД в ЛД у него такой закругленный, поэтому четкого перехода нету. Нижняя часть НЛД под рикошетным углом 144 мм, не пробьете, туда и не надо стрелять. В центре 95, 97, сотка, в ЛД 117, 123. Вот эта вот часть у него самая крепкая. Переход между центром и подбашенной рубкой в ЛД. Вот, здесь в целом фигня, вот здесь уже ничего. Подбашенная рубка 96-93, щеки 103, лючок мехвода те же 93. Это говорит о том, что вот огромная часть корпуса, да, огромная часть корпуса пробивается даже в принципе обычными снарядами большинство танков, без голды. Вот. Что касаемо башни, здесь все у нас хорошо. Маска орудия 180, 180. Под маской орудия 157, есть тонкая планка под маской орудия внизу башни 101, щеки 160, вот эта вот часть, тут разные переходы маски орудия 101, 102, 102, 101, 102, щеки 180, лючок 86, верх 126. В целом вот эта часть нормально бронирования, крепкая маска, хорошие щеки, но есть всякие вот уязвимости. Если кто их знает, конечно, будет туда стрелять. Боковое бронирование у нас 55D фальшборд, 70 у нас корпус внизу. Может ли он танковать? Конечно, может. Конечно, может. Через каток, кстати, не бьется. Конечно, может. Но подставляет щеку в 90 мм. Вот такое вот у нас бронирование. Слабый корпус, слабый центр между НЛД и ВЛД. И есть уязвимости в башне. Так, по броне разобрались. Такая спорная она. Есть крепкие места, но очень много слабых мест. Хотя это и тяжелый танк. И, конечно, выцеливать его под башенную рубку не представляет никаких затруднений. Ибо она просто огромная. Вот, давайте смотреть основные модули. Нам предлагается две пушки. Первая 5-го левела с альфой 110 пробитие основным 101-157 голдой. Вот, 4,3 секунды время заряжания, 1535 ДПМ, время сведения 2 секунды, точность просто голимая 0,46. Здесь точность 0,43 заряжается 2 секунды, ДПМ 1900, заряжается пушка 3,6 секунд на стоке, 115 альфа, 128 пробитие основным и 177 голдой. То есть на этом танке, попадая в сетап четверкам, пятеркам, даже к некоторым шестеркам вполне себе можно играть на обычных ББХах. То есть пробития хватает. Вот. По поводу башни. 350 обзор, здесь у нас 320, плюс 30 метров обзор, извините. Скорость поворота, правда, ухудшается, да, на 1 градус секунда. Вот, но бронирование прям меняется. То есть на этой башне вы будете мучиться. Вам что первым делом надо на этой машине сделать? Это сесть на топовую пушку и башню, чтобы вас поменьше пробивали. Рация не так важна. Здесь небольшой как бы разброс, разница точнее. Поэтому это сам последний момент качайте. Дальше качайте двигатель. 700 лошадей, на топе у нас 960, что подвижности вам даст как минимум процентов 20. Вот, по ходовой у нас 25 скорость поворота, здесь у нас 20. Нифига себе, плюс 5 градусов в секунду, тоже качать. То есть очередность прокачки башня, пушка, двигатель топ, ходовая, потом уже рация. Вот. В такой последовательности прокачиваете модули. По оборудованию. Все пляшет, как всегда, на большинстве танков, и этот не исключение, через досыл и турбину. Дальше вместо
вот как у меня стоит вентилятор, может себе позволить поставить, знаете, улучшенный механизм поворота УМП ему факт не нужны. Ему нужна либо улучшенная закалка, либо, как ни странно, улучшенный прицел, потому что точность пушки 0,42. У нас тут, правда, штрафы за экипаж, да, так бы было 0,4, но в любом случае не самая точная пушка. Но и это, опять же, тяжелый танк. Хотя, на самом деле, по ощущениям, пушка не такая кривая, как прописано в цифрах. Фиг его знает, может, мне везет, я уже на этом тачке достаточно ездил. Вот. По ХП у нас все хорошо, 910. Живучесть по мобильности с турбиной. 40 вперед, 16 назад, почти 18 лошадей на тонну. Танк очень бодро едет. По обзору 350 метров. Вот. Как-то так. По экипажу. У нас просто ультра огромный экипаж. У нас 6 членов экипажа. У нас 2 наводчика. Первым перком качаете командиру лампу, всем остальным ремонт. Дальше качаете вторым перком боевое братство. Дальше качаете, как показано в таблице. По снарядам. У нас, значит, основной снаряд ББХ голда подкол. А ББХ летит 800 метров в секунду, голда летит 990, почти косарь. И это хорошо. По снаряжению стандартный комплект, ремка, аптечка, огнетушитель желательно автоматический. Я поставил долпаек, потому что посадил с Т-110Е5 с десятки экипаж и не переобучал его на эту машину. И не собираюсь это делать, чтобы не тратить голду даже на обзоре. По плюсам и минусам танк. Минус, он огромный, он просто огромный, высокий, у него очень высокая часть корпуса, что возвышает дырявую подбашенную рубку над всеми, так сказать, заграждениями, препятствиями, то есть вас сюда будут постоянно бить. Рубка — это его ахиллесова пята. Вот, это минус. По обзору, хороший обзор, это в принципе плюс. Как для тяжелого танка. Хорошая пушка, все здорово за исключением одного. Вот все здорово за исключением одного. Даже ВН у нас минус 10. У нас точность пушки хромает, но опять же это условно. Не знаю, у меня на этом танке почему-то все летит в цель. Подвижность тоже плюс, хорошая подвижность. По броне такое себе непонятное. Не скажу, что прям жирный минус, поскольку все-таки в башне очень много крепких деталей, что назовем, да, но по корпусу есть много моментов. Плюс-минус. Вот. Ну, как-то вот так. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте пощупаем, посмотрим, что у нас Т1 Heavy танк может в современном Брэдли. Погнали. Так, попали мы на Руинберг, у нас обзор боем Т1 Heavy, Америка, тяжелый танк, проходная прокачиваемая ветка. Вот. Попали к четверкам, арты нет, это хорошо. Но и брони у нас особо нет, да? А кто у них там? Черчилль 3, черт побери, БДРГ. Ну-ка, включим лучше голду, чтобы уж наверняка пробивать этих БДРГ-1. Так, в упор мы не поедем, ибо броня у нас условная, хоть мы и тяжелый танк. Вы приглашены во взвод. Да вот еще, нужен мне этот взвод. Так. Не на один день едем все-таки, на 2 недели. Все, давайте, идите уже. Так, будем играть аккуратненько. Вот был бы на Черчилле 3, сейчас пошел бы вперед. Но, увы, у нас не Черчилль 3. ОЛТ дает БТ-7. Тут ко мне в гости пришел Игорек. Вот кто такие по жизни?
Короче, раскусил эту тему. Начальника Рача! Бьет так, человек на 5 метров отлетает. У нас ДПМ не хуже, чем на Черчилле. Молодой, горячий. Ты что, серьезно? Землю, на! Руки Со мной не перестреливаться надо, понял? будешь? Вот дает. Ух, игроки эти дают. Стоямба, я вас всех порешаю сейчас. Вот дают. Вот дают. Я не растерялся, я же охранник. Вот дают. Давай, выезжай, не стесняйся. Что ты меня затыкаешь все время, а? Там Т-40 встал. Мерзкий. На своем Черчилле. Базаромана фильтруй! Вот под цвет это хорошо. Под цвет это хорошо. Заработал 2000 рублей. Ну теперь не я вас буду бить. Теперь Вот вас дают. док будет бить, понятно? Вот дают. Косарь уже мы налупили. Так, нам надо наглеть. Оп. Начальника пришел. Очень просто. Все, Черчилля Оставим слили. праздновать свой профессиональный праздник. Разворачиваемся. Тут всех уже посливали. Вот так, опусти от ниже плинтусы! Ух ты! Ты еще жив тут. Сейчас мы это, так сказать... Хватит, ну! Эй-эй-эй-эй! Это тебе сюрприз. Так. Старались весь день. Вперед. Добивать эту орду. Так, ну 1400 уже насрали. Это хорошо. БТ-7 у нас что исполняет. Шпили-выли делать будем. Короче, раскусил эту тему. Теперь Так, рвемся в рот, 1500. а я олигарх. Настрел. Ну что, нормально? Нормально, как я и говорил, аккуратненько, сильно вперед, не выходя. Точно! Говно! Начальника! Тормозни чуть-чуть. Вперед. Поехали за пазиком. Полторах нормально.
На чайника пришел. А ну стоять, я сказал! 3 рожка зарядил. Тра-та-та! Хорошо, хорошо. Очень просто. Кто-нибудь, быстрее сюда! Сегодня у Так, нас 2 убили. праздник. Едем за М10 РБФМ. Крути Динамо, понял? Все. Значит, я и Бой буду закончили. стрелять. 2200 настреляли. Вот вам Т1 Хэви. Без брони который. Не, ну броня реально слабовата, но подвижность хорошая, неплохая пушка. Вот и все. И на этом танке тоже можно получать удовольствие в современных танках. А почему нет? А почему нет? Можно. Вот так точно. Все. Так точно. Что у нас тут? Блин. По урону 1 место. 5 фрагов, кстати. До Войноса чуть-чуть не дотянули. Жалко. Ох, жалко. А вот по опыту нас КВ 222 перегнал. Засранец. Ну, посмотрите, сколько все настреляли, сколько мы сделали. При определенных, так сказать, умениях. Неплохой танк, он мне всегда нравился по подвижности и пушке. По броне вот нужно играть аккуратно, иначе можно быстро слиться. Вот, считаю, что по оборудованию турбина однозначно здесь должна быть и досал, а вот вместо вентиля вы можете поставить для более точной стрельбы улучшенный прицел, например, можно сюда воткнуть, и улучшенную, наверное, закалку. Вот, все остальное будет для него не нужно. Ни УМП, они нахер не нужны, приводы тоже вполне комфортный у нас, 1.96 играбельно. Даже как-то так. Ребят, пишите свои комментарии, если у вас такой танк, играете ли вы на нем хоть иногда в песке, да? Вот, какое вы используете оборудование. Конечно же, ставьте лайкосы. Мы танчику ставим 4, наверное, даже рискну сказать 4 с плюсом. Вот, подписывайтесь на канал. А я говорю, до скорых встреч, новых обзоров. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.